библиотека иностранной литературы вручает когда-то придуманную нами премию «Глобус» в этом зале, да, 18-й раз. И каждый раз мы считаем, что это, конечно, особая награда. Но бывают особые награды, бывают какие-то особо-особые награды. Понимаете, в этой премии «Глобус», вообще-то говоря, такая немудрящая задача. Она присуждается за любое произведение, написанное человеком, живущим в России или не живущим в России, находящимся здесь или не находящимся здесь, если это произведение хоть как-то лучше основательно способствует сближению народов и развитию диалога между культурами. Образец такого диалога редакция «Знамений» опубликовала с нашей точки зрения в 10-м номере нашего замечательного журнала. Это Людмила Улицкая, Михаил Ходорковский «Диалоги». Его автором библиотека иностранной литературы и присуждает премию «Глобус» за 2009 год. Примите, пожалуйста. Настенька, подойдите, пожалуйста, сюда, если вам не трудно. Трудно, но подойдите. Здравствуйте. Мне очень жаль, что мой папа не может здесь присутствовать и получить эту премию. Но, тем не менее, я его представляю, и для меня это очень важно и большая честь представлять этого очень важного человека в моей жизни. Когда я встречаюсь с ним, с двойным стеклом, с решеткой, это, наверное, одни из самых грустных, но, тем не менее, долгожданных моментов моей недолгой еще жизни. Мы ждем его, я жду треть своей жизни, мои братья ждут его чуть больше половины. Но мы очень надеемся, что скоро он вернется, и наша семья будет снова вместе, он снова сможет жить и помогать, и, в общем-то, продолжать деятельность. Папа просил передать, чтобы вы не теряли надежды, чтобы сохраняли веру в справедливость и в хорошее в людях. И мы с семьей решили передать премию детям, воспитывающихся в лицее Кораллова. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, благодарю вас за столь неожиданный подарок. Рассматриваю эту премию как символ моральной поддержки со стороны журнала и его читателей и глубоко уважаемого мастера Людмилы Улицкой. Поддержки всем людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, вне зависимости от их политических взглядов. Поддержки, которая традиционна для всех поколений российской интеллигенции. Скажу откровенно, я не сторонник возвеличения толпы. Я не считаю, что голосование на выборах равно демократии. В конце концов, из-за жестких диктаторов голосовали многие. Народом, обществом толпу делает ответственная элита. И она же в случае неудачи несет ответственность за тоталитаризм. Непростая роль, тяжкая ноша, требующая ума и знаний, и патриотизма, и, наконец, обычного мужества. Иное не элита, а всплывшая на поверхность, разъевшаяся дрянь. Верю, что пассионарность России не исчерпана, но вера в то, что мы можем, не снимает ответственности, выражаемой словами «я должен». Во всяком случае, я с себя такой ответственности не снимаю. И еще раз благодарю за поддержку. С глубоким уважением, Михаил Ходорковский. И слово Людмиле Улицкой, инициатору этой публикации, не только этого диалога, но и этой публикации на странице журнала «Знамя». Спасибо вам, Люся. Вы знаете, очень хорошо, что это получилось. Это было трудно и совершенно непредсказуемо. Дело в том, что я испытываю большое уважение и сочувствие к моему соавтору. Мы никогда с ним не были лично знакомы, никогда не сидели за одним столом, но я очень надеюсь, что когда-нибудь этот момент настанет, и мы сидим за чаем и
договорим то, о чем мы не договорили в этом диалоге. Мы совсем не являемся единомышленниками. У нас очень разные представления о многих-многих важных вещах. Но разговор получился безумно интересный. Он был, я думаю, для него интересен тоже, для меня очень. Потому что это момент, когда можно остановиться, подумать и сформулировать вещи, которые мы не всегда считаем нужным формулировать. Ну, так живем, ощущения какие-то есть, а остановиться и все очень жестко для себя определить как-то не всегда получается. Этот разговор наш, в рамках этого нашего диалога, он закончен. Вот. При этом у меня есть ощущение, что он продолжается, что у него очень большие внутренние возможности еще, что мы о многом не поговорили. И это будет немножко, чуть-чуть исправлено тем, что в ближайшее время выйдет книжка, в которой будут все 3 диалога Ходорковского с писателями, с Акуниным, со Стругацким и со мной. И кроме того, будет та публицистика, которую он постоянно производит, потому что это редчайший случай, когда человек невероятно вырос, расширил свой кругозор, очень сильно поменялся и продолжает меняться в таких, в общем, нечеловеческих достаточно условиях. Что вызывает, так сказать, радость у меня, то, что оказалось, что есть не одно общественное мнение, есть как минимум их 2. И то, что сегодня происходит, это как раз говорит о том, что вот еще одно есть общественное мнение людей, которые ждут выхода Ходорковского, которые ждут, что что-то изменится в этой сегодняшней ситуации нашей страны, и восторжествует даже несправедливость, я об этом не говорю, здравый смысл. Потому что то, что происходит сейчас, оно вопреки, прежде всего, здравому смыслу. Тот опыт жути, который очень многим из нас знаком лично, знаком биографически, он не имеет права повториться. Его достаточно было в нашей стране. И поэтому я думаю, что все-таки не будет такого надрыва и такой муки. И все-таки это произойдет как-то в ближайшее время. И так очень хочется в это верить. Мы будем сидеть за столом, будем пить чай. А Михаил Борисович, я надеюсь, еще очень-очень много сделает. То, что он сделал очень много, я знаю. Потому что я многие, какие-то годы ездила по русской провинции, и Ходорковского уже на свободе не было, он сидел, и я все время сталкивалась со следами его огромной деятельности благотворительной. Он делал то, что на самом деле должно было делать государство. И сейчас прошло уже столько лет, как его нет, но тем не менее я, опять-таки, благодаря тому, что мне приходится много ездить, и какие-то там гранты, фонды, я имею некоторое отношение к этому, я знаю, что сегодня, хотя бизнес-сообщество повело себя ужасно по отношению к Ходорковскому, все очень испугались, за него, кажется, ни один из людей его ранга рта не открыл, но тем не менее, очень многие сейчас стали как-то просыпаться. Слова свои не произносят громко вслух, но тем не менее начинают делать то, чего делал Ходорковский. И это замечательно. Но, может быть, хотя бы таким способом будет по чуть-чуть меняться наша не очень радостная действительность. Всего доброго, спасибо.